Так, всем привет! Сегодня поговорим об эскизе, а точнее именно о построении эскиза перед перманентным макияжем. Я вам расскажу несколько вариантов. Во-первых, покажу, каким пользуюсь я и какие есть еще допустимые. Начнем с самого простого и легкого. Я здесь подготовила инструменты, которыми можно выполнять эскиз. Покажешь поближе? Обычные карандаши. Самозатачиваемые, которые мы затачиваем специальными такими вот лезвиями. Я их заранее подготовила. Точилка, броу-паста, щетка, другая щетка, нитка, линейка, спиртовые салфетки. Мы начнем с самого простого варианта, которым я пользуюсь в 90%. Это обычный карандаш, темный и светлый, и спиртовая салфетка. Это, в принципе, все, что нам понадобится. Смотрим на модель. Протираем кожу спиртовыми салфеточками. Можно обратить внимание, что у модели достаточно хорошие есть волосочки. Единственное, что здесь вот их меньше, здесь больше, но они растут. То есть нам надо подстраиваться в любом случае под анатомическую форму, под волосы. Стараемся лишнего ничего не рисовать. Я очень не рекомендую сильно выходить за контур своего роста. Предлагаю всегда подстраиваться под свои собственные брови. Только в случае, если вот волос нет совсем, либо они вообще очень разные, мы уже используем вспомогательные разметки. Когда волос достаточно много, разметки не нужны, в принципе, тратить на них время особого смысла не имеет. Поэтому мы просто берем обычный карандаш, обязательно острый, тупой он не должен быть. Все, карандаш тупой, значит, это тупой мастер. Поэтому начинаем всегда с заточки карандашей. Видим нижнюю линию роста и пытаемся захватить максимум волосков. Обязательно переворачиваю вот так вот карандаш, потому что если я буду рисовать снизу, то будем немножко размазывать эскиз, а нам нужны четкие линии. Поэтому я острием поворачиваю к зоне, на которую мы рисуем. И начинаем с направляющих вот таких. То есть вот я вижу, как у нее растет волос. И мы ровненько его прорисовываем. То есть первую направляющую. Ориентируясь просто на свой рост. Как видите, никаких разметок по носу, по глазам мы здесь не делаем. Обычно первую направляющую я довожу до линии излома. То есть где у нас будет переход, мы доводим до этого момента. Одно из золотых правил эскизов – это то, что верхняя линия должна быть параллельно нижней. То есть вот так она не должна быть на взлете, да, ниже не должна уходить. Это должны быть две параллели между собой. Поэтому я сейчас буду прорисовывать ее. Проверяю карандаш, он уже немножко подтупился, поэтому я его сразу подточу. Вот, чтобы был острый кончик. И направляем верхнюю часть. Также по волосам не заходим особо выше контура. Проводим параллельную линию. Также до линии излома. Угу. Так. Вот. Видим, да, что низ и верх идут параллельно друг другу. Никак не сужаются, не расходятся нигде. Теперь переходим к хвостику. Определяем, где у нас заканчивается бровь. Вот я здесь вижу последний волосок. На него и сориентируемся. И вот так потихоньку соединяю кончик с основной частью. Теперь также с верхним поступаем скатом от наивысшей точки. Она здесь тоже явно видна по волосам. Разметок не требует, ее видно невооруженным глазом. Соединяем с хвостиком. И теперь я закрашу полностью всю бровь
для удобства. Я знаю, что многие оставляют только рамку, но это неудобно ни клиенту, ни мастеру. Намного удобнее зрительно посмотреть именно на эскиз, который покажет форму бровей без рамочек. Я рамки вообще не люблю. Во-первых, они немножко искажают, во-вторых, они просто не нужны. Это как один из вариантов формы брови, но мы видим, как бы, что здесь на второй брове у нее более широкий вот момент перехода, но и можно, в принципе, бровь чуть расширить именно в этом месте. Здесь есть пара волосков, это, я думаю, будет позволительно. Мы немножко расширим ей форму, сделаем ее более плавной. То есть вот это место, да, где у нас линия перехода, именно отвечает за изгиб бровей. То есть, чем оно уже, тем будут брови более издернутые. Немножко по низу прибавляем, форма становится более плавной. Лично мне нравится более плавная форма бровей. Чуть-чуть пошире. Я думаю, что ей тоже будет очень к лицу. Вот даже так уже вот, картина изменилась, можно сказать. Для того, чтобы ей было приятно посмотреть на эскиз, она понимала, как примерно будет, я обычно чуть-чуть вот так вот растушевываю начало. Для того, чтобы человек понимал, что резко оно начинаться не будет, сама бровь, что это будет градиент, такая как бы растушевка, чтобы эскиз был максимально приближен к тому, что мы хотим получить в дальнейшем. Единственное, что цвет, конечно, такой темный мы делать точно не будем, но схему повторим 100%. Опять же, момент с хвостиком. Обязательно смотрите на эскиз сбоку, потому что иногда смотрим прямо, кажется, что все очень красиво. Смотрим боком, он какой-то может быть, хвостик вот этот слишком толстый, или скатанный, или неплавный. Поэтому обязательно себя проверяем. Карандашик еще подтачиваем. Почетче подрисую. Ну, на этом этапе пока эту бровь я оставлю и отзеркалю вторую. Напоминаю, что это самый быстрый и легкий способ отрисовки эскиза. Быстрее точно не бывает. То же самое. Здесь я переворачиваю карандаш и буду зеркалить. То есть смотрим, чтобы они были на одном уровне. Продолжаем наш рисунок. Также делаю направляющую по нижней линии бровей. Лишние волоски убираем только в конце. Сразу этого не делаем, только после того, как мы закончили эскиз. До линии излома я дорисовала. Делаем параллельную линию. Опять же смотрим, чтобы у нас сначала было на одном уровне. Но у нее, в принципе, брови достаточно симметричные. Сильной симметрии здесь нету. Если вдруг вы видите сильную симметрию, то есть одна бровь сильно высоко, вторая бровь слишком низко, мы это можем выровнять немножко за счет ширины. То есть эту чуть-чуть поднимаем, эту опускаем, и они, в принципе, станут немножко симметричнее. Так, ровненько голову держим. Все. Зеркалим нижнюю линию. Обязательно параллельно. То есть вот расстояние здесь между линиями, здесь должно быть одинаковое. Опять до наивысшей точки. Вот она у нее. Довели. Смотрим, где у нас растет последний волосок. Примерно тут. Соединяем. И соединяем верхнюю линию. Сильно шире своих волос мы никогда не делаем. Это будет бросаться в глаза. Поэтому стараемся всегда придерживаться анатомической формы бровей. Только в случае, если волос нет совсем, мы используем разметки, чтобы было максимально ровно. И можем уже отрисовать любую форму. Так, закрашиваем.
Это такой, можно сказать, художественный вариант рисовки эскиза. Он очень быстрый, простой. Но если вдруг вы только-только начали, можно иногда, конечно, потеряться без разметок. В следующем варианте я вам покажу эскиз с разметками. Ну, мне кажется, что без разметок именно художественный вариант всегда кажется немножко ровнее, чем по разметкам, потому что у нас достаточно асимметричный череп, сами вот кости, поэтому по разметке всегда получаются чуть-чуть более разные, чем когда мы ориентируемся на собственные волоски. Но в случае, опять же, если волос совсем мало, то разметки бывают очень даже нужны. Растушевываем чуть-чуть начало. Угу. Так, теперь я возьму белый карандашик. Его мы используем для того, чтобы увидеть все недочеты. Если вдруг с бровями что-то не так, где-то будет криво или несимметрично, белый карандаш это очень выделит, поэтому обязательно его используем. Опять же, он должен быть очень острым. Зазоров между белым и ярким карандашом быть не должно, то есть обязательно должно быть впритык. То есть мы рисуем прямо по горизонту. То есть белое это наш ограничитель, до которого мы будем выполнять перманентный макияж. Очень ровно, четко. Линию сгиба повторим. То есть я вот так вот острием приближаюсь и ровно-ровно, как будто кисточкой прорисовываю. Сейчас то же самое делаю по нижней линии. Решаем хвостик. Все четко до момента, которого мы выполняем. Также, когда мы прорисовываем хвостик, обязательно смотрим, чтобы линия хвостика, да, она как бы была направлена в сторону виска. Если линия хвостика будет опущена, взгляд, естественно, будет опускаться. Сильно повыше такая форма тоже есть, она сейчас достаточно популярна, когда бровь практически прямая. Но по стандарту мы всегда стремимся к виску, то есть чтобы вот эта линия, она шла в сторону виска. Так, сейчас я то же самое делаю с другой стороны, потом уже проверяю себя и думаю, что мне где надо добавить, дополнить. Ровненько обязательно. Обязательно без зазоров, то есть все очень впритык, потому что перманентный макияж мы будем делать вот прям до белого карандашика. Так, сейчас подтачиваю яркий.
Немножко добавлю здесь. Снизу почетче пописуем. Угу. То же самое сделаю с этой стороны. Четкости немножко не хватает. Эскиз должен быть четким, ярким, жирным, без каких-то размазанных линий. То есть все линии должны быть четкими. Если эскиз будет плохой, вам сложно будет его закрепить. Работа сразу пойдет немножко наперекосяк. В принципе, все. И для эстетичного вида в конце я немножко растушевываю белый карандаш, чтобы он был равномерный, чтобы это не пугало девочек. Немножко вот так вот убираем. Потому что белый карандаш он зрительно немножко расширяет все равно форму. Вот. И то же самое делаем с этой стороны. Растушевываем. После вот, растушевки вот такой вот уже можно нанести фиксирующую пудру для того, чтобы эскиз не размазывался, особенно если вдруг в кабинете жарко или вы боитесь случайно его задеть рукой или размазать. То есть после этого этапа уже можно нанести фиксирующую пудру. Так, наш эскиз в принципе готов. Сейчас покажу сразу варианты, которые возможны помимо такого, который отрисовала я. То есть в случае, если представить, что у нас тут нет волос, у нас не на что ориентироваться, да, у нее тут все будет лысо, например, то нам понадобятся разметки. Разметки мы можем делать также обычным карандашом, которым мы рисуем эскиз, да, то есть разметки мы выполняем по 3 точкам, наверное, они всем известны, то есть по графике от носа к началу ставим так разметку, смотрим прямо на меня, по радужке глаза наивысшую точку определяем и через край носа, край глаза определяем крайнюю. Как видите, мы в разметке попали. То есть, вот как я отметила, так у нас бровь и идет. То есть, даже если бы я тратила время на разметку, все равно получилось бы так же, как мы ориентируемся на собственный рост волос, на окружность черепа, да. Поэтому здесь просто не было смысла тратить время на разметку. Но если вдруг форма непонятная, слишком разные брови, то мы все-таки пользуемся разметками. Отметив точки, начало брови, наивысшую точку и конец брови, мы продолжали бы также. То есть, опять же, определили высоту, на которой у нас будет находиться бровь. Высоту мы определяем по кости. То есть, не может бровь быть слишком низко. То есть, вот здесь же бы мы не нарисовали, если бы не было волос или на лбу где-нибудь. Поэтому мы ориентируемся именно на надбровные дуги. То есть, вот надбровная дуга. На ней рисуем. То есть это специальное место, предназначенное у человека для бровей. Вот, то есть здесь такой вариант разметки. Есть вариант разметок нитью, броу-пастой. Броу-пастой обычно любят пользоваться те, кто оформляет брови хной, краской. Они часто используют именно ее. Но она достаточно ярко рисует. Я вот немножко не любитель, потому что, мне кажется, это немножко долго. И можно сделать проще, как я вам показала изначально. Но такой вариант, он тоже имеет место быть. То есть мы смазываем ниточку броу-пасты и также определяем так, от носика по радужке. Также определяем наивысшую точку, конец брови через глаз. Вот так, поярче. То есть она достаточно ярко рисует. Кто оформляет брови хной краской, очень часто пользуется броу-пастой. Кому так удобнее. Место имеет быть вполне. Ну, на мой взгляд, немножко долго.
из плюсов можно сразу провести параллель. То есть так более как конструктор получается, да? То есть мы сразу определяем здесь ровную линию, сразу ее вот так параллелим. Отмечаем также хвостик. То есть мы просто соединяем все наши точки. Вот так. После этого мы уже можем по контуру, который мы отметили, кистью прямо. Такой, ну, она, конечно, очень яркая. Такой тоже художественный вариант, но с элементами именно конструктора. То есть так тоже можно делать, кому удобно, кто не видит вообще форму. То есть это как вариант. Может быть, для более начинающих мастеров. Ну, то есть вот, в принципе, мы тоже попали. Приблизительно такая же форма получается. То есть мы сделали белую разметку броу-пастой и нитью. И теперь мы ее также растушевываем, размазываем. Внутри также берем обычный карандаш, поправляем. Ну, то есть дорисовываем форму внутри. И между броу-пастой также не должно быть никаких зазоров. То есть это просто как аналог белого карандаша, но более таким элементом конструктора, потому что нить у нас прямая. То есть если вы вот прям боитесь, что не сделаете ровных линий, то так, конечно, проще, потому что нитка у нас как в роли линейки здесь выступает. Вот. То есть такой вариант тоже имеет место быть. Конечно, мы всегда можем себя проверить линеечками специальными. У меня вот есть такая линейка. Если вдруг у человека или у вас, например, или у клиента есть какие-то сомнения по форме брови в плане ее длины, например, да, или ширины, вы всегда можете подзамерить и проверить, одинаково вы сделали или нет, если вдруг на глаз кажется, что что-то не так. Вот. И еще также есть вариант рисовать самозатачивающимися карандашами. Сейчас я вот тут уже сотру, покажу вариант карандашей, которые самозаточенные. Их название, к сожалению, немножко не оправдывает себя, и они сами не затачиваются, а их надо затачивать лезвием, что занимает времени больше, нежели я поточу обычный вот карандаш, да, который я изначально брала точилкой. То самозатачиваемые карандаши вот эти мы должны точить специальными лезвиями. То есть мы их точим лезвиями, чтобы у них был такой плоский носик и имел прямую линию. То есть мы их подтачиваем таким вот образом. Естественно, убираем нижнюю ниточку, убираем дерево ненужное. И вот так вот по пальцу, то есть мы их подтачиваем, чтобы у него был острый кончик. Вот, поэтому он тоже стачивается быстро, чтобы нарисовать, например, один эскиз. 2-3 карандаша обычно стачиваются, то есть подтачивать их занимает некоторое время. Поэтому такие карандаши все-таки я использую пореже. Вот мы можем сравнить даже две разных фирмы. Это обычный китайский карандаш с Алиэкспресс, это карандаш контур профессиональный. Вот, можем начать с него, чтобы по ходу дела посмотрим, как они рисуют. В чем тоже удобство этих карандашей, это именно в том, что у них не просто острый кончик, а как бы есть полосочка. Поэтому мы можем рисовать более ровные линии. Также идем от направляющей и вот прорисовываем. То есть такая вот линия получается более ровная. Получается? Вот так. Здесь на самом деле дело привычки. Вот как изначально мы себя приучаем рисовать, так потом, наверное, и делаем. Ну, вариантов несколько. Повторим. Хочу немножко опустить. То есть вот здесь именно прямые линии таким карандашом рисовать удобно. Зеркалим вверх.
Вот он уже подтачивается. Единственное, что именно такой профессиональный карандаш, его сложнее размазать. То есть, если обычно мы здесь задеваем рукой и можем легко размазать эскиз, то этот, конечно, более хорошо сохраняется на коже, но он менее яркий. Поэтому, если вы просто боитесь размазать, то фиксируем пудрой. Ну, линии получаются достаточно четкие. Так что единственный минус этих карандашей — это именно их заточка, что на это требуется все-таки время. После чего мы делаем все то же самое. Берем либо белый карандаш, либо кисточку и броу-пасту и опять же выделяем нашу форму. Все так же впритык. Вообще без белого карандаша или броу-пасты, я думаю, что лучше не делать, потому что они очень помогают. И в работе мы хорошо видим, четко ориентируемся, где у нас границы. И если вдруг брови немножко разные, без белого карандаша это будет не так заметно, как с ним. И вы можете что-то подправить на этапе эскиза, потому что все-таки, когда мы работу уже начали, не хотелось бы что-то подправлять. Нужно все-таки работать уже по идеальному эскизу. Я считаю, что лучше потратить время немножко и сделать хороший эскиз, чем потом доделать свою работу или что-то в этом духе. Ну, то есть, вот, в принципе, разница, да? Обычный карандаш и самозатачиваемый карандаш. Но, мне кажется, обычно все-таки поярче, удобнее в плане того, что мы его можем легко подточить. Этот, например, ну, вот на вторую бровь он уже сточился. То есть, видим, да, немножко уже полукруглый. Он четкие прямые линии уже скоро перестанет рисовать. Нам не хватит этого. Нужно будет брать второй карандаш. Вот второй китайский обычный карандаш с Алиэкспресс. В принципе, как бы такой разницы нету. Но в цене разница, кстати, значительная. По стачиваемости, я думаю, одно и то же. Все-таки. Тут как вы заточите. Главное его заточить так, чтобы середина была такая достаточно четкая, чтобы он не скашивался. Если с одной стороны будет больше сточено, то он будет ломаться, и будут линии уже не такие ровные. В принципе, мы разобрали с вами все варианты. От самого простого обычного карандаша, темного и белого, кисточка, броу-паста и нитка, и самозатачиваемые карандашки. В принципе, мы закончили. Вот все варианты. Используйте удобный для вас. Если вдруг что, вы всегда можете себя проверить, посмотреть. Посмотреть через зеркало тоже иногда помогает, потому что иногда зрительно мы можем чего-то не заметить. Когда человек посмотрит в зеркало, и вы посмотрите на него со стороны ее взгляда, то есть вместе с ней за ней встаете за клиента и смотрите вместе в зеркало, вы тоже можете что-то увидеть. То есть эти моменты так хочется прям красиво растушевать. Вот, в принципе, эскизы завершены. Эфир сохраним на некоторое время. Вот. Всем спасибо за просмотр.